Всем огромный привет! Мы сегодня прекрасно проводим время в замечательном чешском городе Ústí nad Labem. Кстати говоря, название этого города достаточно легко объясняется с точки зрения логики. Дело в том, что Ústí, это понятно, это близко созвучно нашему слову устье, то есть место впадения какой-то реки. А над Лабем, Лабе – это чешский вариант названия реки Эльба, знакомый нам. Но дело в том, что конкретно здесь, в этом городе, никакая Эльба никуда не впадает. Вы же знаете все географию и понимаете, что Эльба впадает в городе Гамбурге, в Северное море, и еще далеко-далеко отсюда она течет. Но зато в этом месте впадает река Белина, впадает в Эльбу. Так вот, как раз-таки устье реки Белина, то есть где она впадает в реку Лабе, и послужила названием для города Ústí nad Labem. Тем не менее, у нас сегодня здесь, можно сказать, в прямом и переносном смыслах во всех, встреча на Эльбе. Вот она. Кстати, Устье имеет и второе название – немецкое – Aussig. Дело в том, что до обретения независимости Чехословакии город входил в состав Австро-Венгерской империи. Так что Aussig, он же по некоторым источникам Ausseenad, он же Ústí nad Labem, сегодня крупный речной порт и железнодорожный узел на пути из Праги в Дрезден. Первое, подчеркну, проверенное письменное упоминание о поселении в этом месте относится ко второй половине XI века. А вот основание Ústí nad Labem принято относить ко второй половине XIII века. Именно тогда чешский король Přemysl Otakar II пригласил в страну немецких поселенцев и, можно сказать, сделал им королевский подарок в виде собственного города. История Устья – это череда сменяющих друг друга разрушений практически до основания и возрождений практически из пепла. В 1426 году город был осажден гуситами, которые после штурма сравняли его с землей. Да так, что 3 года после этого Устье стоял словно призрак, заброшен и безлюден. И только в 1429 году началось его постепенное восстановление. Потом Ústí nad Labem снова был сожжен дотла в 1583 году и разграблен шведами в 1639 году во время 30-летней войны. О дальнейших перипетиях истории рассказывать не буду, потому что мы уже подъезжаем к одной из жемчужин в короне города Ústí nad Labem, к мрачному и ужасному, романтичному и неприступному замку Стřеков. Вы знаете, куда мы сейчас пришли? Мы идем в гости к графу Дракуле. Не страшно нам, пане камераманы? Не боитесь? Nejsme v Rumunsku. Tak asi ne. А чеснок вы взяли с собой? Večer jsem si dal. В 1997-98 годах здесь снимался один из фильмов о Дракуле, чешско-американского производства. Сам фильм, конечно, как говорится, на большого любителя, но замок там фигурирует постоянно и на видеокадрах очень хорошо узнаваем. Вот этот вот замок называется Стřekov. Это, можно сказать, визитная карточка города Ústí nad Labem. Он старый, средневековый, достаточно такой мрачный. Еще бы ему не быть мрачным, ведь даже скала, на которой он стоит, называется Черная. Со 100-метровой высоты град Стřеков взирает на реку Лабе и зорко следит за всем, что на ней происходит. Собственно, и первоначальное назначение крепости было именно как сторожевого пункта на важном торговом речном пути. Это южная окраина Ústí nad Labem, до центра города отсюда 2,5 километра. Построить на этом месте крепость повелел в начале XIV века король Ян Люксембургский. Кстати, отец императора Римской империи, знаменитого короля Карла IV.
Ну, Карлов мост, Карлов университет и так далее. Вы сами знаете. Однако, повелеть-то он повелел, а вот денег на постройку в королевской казне не хватало. Тогда король отдал участок земли со скалой в феодальное владение богатому пражскому мещанину Пешкову с условием, что тот на скале за свои деньги построит сторожевую крепость, а потом получит ее в собственность с правом наследования. Смотрите, что за моей спиной, там ужас какой, страшно аж. Подивися, если же ты будешь спать не хват. И что это? Na prádlo. Понятно, что за свою историю замок неоднократно переходил из рук одних владельцев в руки других. Во время 30-летней войны здесь побывали и императорские, и саксонские, и шведские войска. Но в 1563 году собственником Стрекова стал Вацлав Лобковец, и его потомки владеют замком в наши дни. Кстати, корни данной семьи восходят аж к императору Карлу IV. А знаете, кем был при социализме один из лобковицей, ныне, между прочим, претендующий на вакантный богемский трон? Мастером по ремонту телевизоров. Да, в социалистической Чехословакии непуганные принцы бегали прямо по улицам. Но вернемся к замку. В общем, если вы думали, что в современном обществе этот знаменитый памятник истории и архитектуры несомненно принадлежит государству или какой-нибудь исторической организации, то вы безнадежно ошибаетесь. Вот и нет. В 1990 году, после падения социалистического строя, представители семьи Лобковец быстренько приехали из своих далеких заграниц и вернули свои бывшие замки Стреков, Мельник, в общей сложности 16 замков, Пражский дворец, несколько тысяч гектаров земли, ряд промышленных предприятий и собрание произведений искусства, бесспорно считающиеся лучшей семейной коллекцией в Богемии. Ибо есть такое волшебное слово – реституция. Ну вот, никакого графа Дракулы мы здесь не встретили, но зато мы насладились прекрасными видами и очаровательным замком. Нужно сказать, что он являлся источником вдохновения для многих творческих людей. Сюда любил приезжать Гёте, а сюда любил приезжать Карл Маха, известный чешский поэт. Ну и не обошел вниманием этот замок великий немецкий композитор Рихард Вагнер, которого, кстати говоря, посещение этого замка навело на мысли о создании оперы «Тангейзер». Иоганн Вольфганг Гёте, вероятно, любуясь местными гористыми пейзажами и цветущими на склонах виноградниками, кстати, выращиваемыми здесь для знаменитого сорта вина Шрёкенштайнер, однажды провозгласил, что вид отсюда, из Стрекова, самый красивый во всей Средней Европе. Понятно, что, как и в каждом замке, здесь тоже существуют свои легенды и привидения. Одна из легенд, например, гласит, что Рихард Вагнер не побоялся ночевать прямо в замковой башне, а еще ночами закутывался в белую простыню и подолгу стоял неподвижно, глядя сверху на долину реки Эльбы. Или бродил по замку в поисках вдохновения, пока не сочинил, наконец, свою оперу. А по другой легенде, в дождливые ночи к замку наверх по утесу царапается дух молодой дочери одного из хозяев Стрекова, которая когда-то, прыгнув со скалы вниз, покончила с жизнью из-за своего возлюбленного, бедного конюха, замурованного заживо в стенах крепости за запретную любовь к ней.
Кстати, для тех, кто все-таки не боится привидений или же любит острые ощущения, в сезон экскурсий устраиваются ночные прогулки по замку. Только нужна предварительная запись и группа не менее 20 человек. Здесь есть, посмотрите, очень уютный, приятный ресторанчик, который называется «Вагнер». И большое количество людей здесь отдыхает и любуется потрясающими видами, которые открываются с этой высоты. А сверху вы можете полюбоваться, кроме красот, еще и на Масариков или Стрековский шлюз, который находится прямо под скалой и используется как водная электростанция и водная транспортная артерия. Кстати, замок является одним из пунктов популярных пеших туристических маршрутов. Так вот, нам подсказывает сейчас наш пан-камераман, всезнающий, что по Чешской Республике по всей стоят такие вот столбики, указатели, и на них нарисованы вот эти вот трассы, и можно пешие туры, так называемые, совершать. Очень много людей, это очень популярный вид спорта здесь, такой, ну, спорта, даже не знаю, отдыха такого, и семьями целыми ходят. И очень удобно, что хорошие дорожки, я вот сейчас смотрю, мы потом вам покажем чуть позже, асфальтовая такая достаточно, можно сказать, удобная, комфортная для ходьбы дорожка. Можете пройти, куда вам угодно хочется. Вот этот вот мост называется Марианский. Собственно, его название дала Марианская скала, которая находится в непосредственной близости с этим мостом. Он соединяет два берега реки Лабе. Можно сказать, что этот мост является вторым после замка символом города Усти-над-Лабом. Поэтому на всех плакатах, открытках, брелоках, магнитиках отсюда он, естественно, изображается. Каждый турист, который приезжает в город Усти-над-Лабом, просто обязан запечатлеть себя на его фоне. Чем вы хуже? Запечатлеем себя на фоне Марианского моста в городе Усти-над-Лабом. Мост начали возводить в 1995 году и торжественно открыли в 1998. Автор инженерного проекта – архитектор Роман Коутский.
В 2001 году Марианский мост попал в десятку самых элегантных и стильных конструкций, построенных в конце 90-х годов прошлого столетия. Характерная особенность сооружения в том, что пешеходная и одновременно велосипедная дорожка расположена посередине моста, а не сбоку, как это принято во всем мире. Нас же на мосту встретил легкий летний ветерок. Ну вот, мы с вами сейчас посреди реки Лабе находимся, стоим. Надо сказать, что строительство этого моста обошлось городу 750 миллионов крон. И надо сказать, что мост выдержал испытание временем, потому что здесь в 2002, 2006 и, по-моему, в 2013 году были очень сильные наводнения. Так вот, опоры моста устояли. Так что можно сказать, что свои миллионы, вложенные в этот мост, он оправдал. Следующим пунктом, куда мы направились, стал зоопарк в Устье-над-Лабом. Он один из самых старых в Чехии. Его основали в 1908 году. То есть на сегодняшний момент зоопарку 114 лет. Площадь его составляет 26 гектаров, живет там более 200 видов различных животных, в общем количестве около 1000. Понятно, что и детям, и взрослым доставит удовольствие погулять по уютным дорожкам, понаблюдать за зверюшками, как в часы кормления, так и в часы дрессировки. При зоопарке функционирует также зоошкола, которая предлагает образовательные программы на темы охраны природы и животных. Кстати, входные билеты являются обязательными не только для детей и взрослых, но даже и для собак. Так что, если захотите посетить зоо вместе со своим домашним питомцем, придется раскошелиться. Аж на 100 крон по ценам на сегодняшний день. Двери открылись автоматически, но мы внутрь пока не пойдем. Вот это вот здание называется Městské лазни, то есть городские купальни. Ну, по-нашему, выражаясь современным языком, это спа-комплекс. Кстати говоря, если я вам назову, с какого года существует этот спа-комплекс, вы наверняка удивитесь. Это 1908 год. Здесь были открыты вот эти вот купальни, был большой-большой бассейн, различные ванны, не знаю, какие там еще разные вот эти вот самые приятные процедуры. Вот. А в 1912 году сюда подвели даже термальный источник температурой выше там 31,7 градуса. И вот с тех самых пор эти лазни существуют, и до сих пор это действующий спа-комплекс. Так что, если вы будете когда-то в Устье-над-Лабом, то можете использовать и поплавать здесь, принять ванну, выпить чашечку кофе. Стиль здания купалин неороманский. А главным поводом для их строительства стало желание городских властей улучшить ситуацию с гигиеной в городе. Потому что в 1908 году даже в люксусных домах и квартирах ванная была в Устье-над-Лабом исключительной редкостью. Чуть больше года длилась стройка и обошлась городу в 800 тысяч крон. Воду для процедур брали из городского водопровода, а нагревали ее в собственной котельной. В
1911 году в этих краях случилась сильная засуха. Воды в водопроводе для купалин не хватало. Поэтому через год в Лазнях пробурили артерианскую скважину для слабо минерализованной термальной воды. Кстати, очень полезно для ингаляции при бронхите. Посмотрите, здесь написано, что в городе Устье-над-Лабом вот эти лазни, купальни существовали уже со средних веков, начиная. Построено здание было, как я вам уже говорила, в 1908 году, уже городские, именно общественные вот эти вот бани. А вообще надо сказать, что здесь уже достаточно давно эта культура существует и очень популярна. Да, кстати, мужчины и женщины здесь ходили плавать раздельно. Имеется в Устье-над-Лабом и свой городской музей. Кстати, служит, если так можно выразиться, горожанам и гостям города с момента его открытия в 1876 году. В музее представлены коллекции техники, старых фотографий, графики, монет и медалей, и даже бутылок из стекла. В общем, любители музейных экспозиций определенно найдут там для себя что-либо интересное. Вообще, главная площадь Устья-над-Лабом называется Площадью мира. Но мы сейчас идем смотреть другую площадь, тоже одну из центральных, Лидицкую. Просто у этого места в городе есть своя занимательная история, к тому же там расположена пара интересных объектов, которые бы хотелось увидеть. Приходи, проходи. А история такая. Когда-то давно на месте этой площади стоял костел Святой Матерны. Соответственно, рядом с костелом располагалось кладбище. А еще к костелу примыкал госпиталь, потом богадельня, приют для бедноты. Первое письменное упоминание о костеле, по некоторым данным, относится к 1327 году. Но устьецкие историки уверяют, что уже в конце XIII века костел на этом месте стоял. Кстати, и первоначальное название Лидицкой площади было Матернова. Так вот, костел снесли из-за его ветхости в 1895 году, а кладбище функционировало до 1872 года. Потом на его месте разбили парк. Теперь вот здесь место для отдыха и прогулок горожан. Кроме того, на Лидицкой площади сейчас находится магистрат Устье-над-Лабом. Все такое добротно-советское. Приятно видеть знакомые архитектурные изыски. Еще один интересный объект на площади – это фонтан с солнечными часами. Ночью эти часы красиво подсвечиваются. Прямо напротив магистрата находится Северо-Чешский театр оперы и балета. Здание театра из белого камня возвели в 1908-1909 годах в стиле необарокко по планам венского архитектора Александра Графа. Каким-то невероятным чудом уцелел этот высокий особняк во время бомбежек Второй мировой войны. В 1967 году была проведена его реконструкция, и по сей день театр радует искусством своих посетителей.
Дорогие наши зрители, за моей спиной сейчас находится костел Вознесения Девы Марии. Я стараюсь стать вот так вот ровненько, чтобы прям вот ровно-ровно, чтобы на моем фоне было видно, что башня этого костела немножечко завалена вот в эту сторону. Я надеюсь, вы это увидели сейчас, вот этот вот эффект. В общем, дело в том, что в Устье над Лабом есть своя собственная пизанская, можно сказать, башня. Все это произошло в 1945 году. Этот костел уже старый, XIV века, стоял на этом месте. Но дело в том, что в конце Второй мировой войны очень сильным бомбежкам американских войск подвергался город Устье над Лабом. И вот одна из таких бомб угодила прямо в башню вот этого вот костела. И представьте себе, она не взорвалась, эта бомба, этот снаряд, но башня покосилась на 2 с лишним метра. Я даже потом там напишу, сколько точные цифры, на сколько метров эта башня отклонилась от вертикальной оси. Но, тем не менее, она не упала. И с этих пор, там, я не знаю, наверное, ее как-то что-то сделали, чтобы она осталась, стояла, поддержала. И вот с этих самых пор башня стоит в таком вот наклоненном виде, как вы можете сами сейчас видеть. Мы сейчас пойдем туда внутрь и еще обойдем вокруг, потому что там с тыльной стороны этого костела тоже одно очень интересное место. Я хочу вам его показать. Идемте. No jde to vidět úplně strašně, jak je to nakřivo. Ani se mi tam nechce dovnitř. Первая церковь на этом месте была построена около 1318 года. Но во время гуситских войн ее частично разрушили. Во второй половине 15 века началась реконструкция. Но все-таки свой нынешний облик, так как мы сейчас можем видеть церковь Вознесения Девы Марии, она приобрела в конце 19 века, когда подверглась значительной перестройке, после чего храм предстал уже в стиле поздней готики. Кстати, в западной башне костела находится самый большой в Устье-над-Лабской, если так можно выразиться, области, колокол Зузана. Его нижний диаметр составляет 165 сантиметров. Ну вот, смотрите, сюда я вас привела не случайно, потому что здесь вот с тыльной стороны этого храма находится такое распятие. И смотрите, какая это все архитектура, ну, красота, что можно сказать. С 1721 и по 1874 годы эта скульптурная композиция украшала арку моста через реку Белина. Но потом, во время реконструкции моста, скульптуры демонтировали и перенесли сюда, к костелу. Друзья, пища духовная время от времени требует подкрепления пищей материальной. Ничего тут не поделаешь. Поэтому мы себе организовали короткий обеденный перерыв в кафе с видом на Костельную площадь и храм Вознесения Девы Марии. В общем, мы сегодня целый день бегали по городу, снимали все самые красивые места здесь, в Устье над Лабом, а теперь мы решили приземлиться и побаловать себя немножечко чем-то вкусненьким. Ну и заодно полюбоваться видом, потому что мы прямо сидим сейчас напротив вот того храма церкви Вознесения Девы Марии и можем ее наблюдать из окна, еще раз поражаться вот этой вот кривизне башни, о которой я говорила. Ну и ждем, когда нам наконец приготовят и принесут все самое вкусное. Не принесут. Ну да, когда запищит. В общем, нам, смотрите, дали такую штучку, которая должна, по идее, не знаю, запищать. Она, кстати говоря, фиолетовым огоньком. Может, уже пора идти? Я вижу, что она мигает. Видишь? Короче, мы дикие. Из деревни мы приехали издалека. Сами мы не местные.
Будем ждать, пока запищит. Вот сейчас это очень сильно видно, вот эта кривизна. Посмотрите, я специально делаю такое на окно. Вот эта рама оконная здесь видна, как ориентир. Снизу вверх идет вертикально. И посмотрите, насколько отклоняется, реально отклоняется башня. Есть здесь, в центре Устья, еще один интересный храм – костел Святого Войтиха. Вообще существование церковной постройки на этом месте, подтвержденное письменными источниками, относится к 1186 году. Но первое письменное упоминание, которое касается прямо храма Святого Войтиха, датируется 1342 годом. Хотя от того старого храма, скорее всего, вряд ли что-то осталось. Не буду говорить, точно не знаю. Вот он какой, необычный. Вот это современное здание было возведено уже в первой половине XVIII века, когда произвели комплексную перестройку костела. Службы там проходят раз в неделю, по воскресеньям. Жемчужиной же этого храма можно назвать установленный в нем в 1972 году новый орган, который по размерам, мощности и красоте звучания считается вторым в Чешской Республике. Следующим пунктом нашей программы будет замок Ветруше, который стоит на вершине холма Ореховка. Но отправимся мы туда необычным видом транспорта – по канатной дороге или лановкой, как называют это чехи. Станция, где вы можете сесть на фуникулер, находится прямо на крыше торгового центра «Форум». Найти несложно. В торговом центре есть везде указатели. Сама же канатка тоже является местной достопримечательностью. Она построена без опор и считается самым длинным подобным сооружением в Европе – 330 метров. Торжественное открытие дороги состоялось 7 декабря 2010 года, а перед этим 26 и 27 октября состоялся пробный пуск, чтобы проверить, выдержит ли канаты необходимую массу. Так вот, первым пассажиром, проехавшимся на новеньком фуникулере, оказалась огромная бочка с пивом «Злата Прадом». Работает дорога летом с 8 утра до 10 вечера, зимой с 9 до 20. Кабинки отправляются каждые 15 минут. Лановка способна перевезти 390 человек за час. Время в пути – 1,8 минуты. В общем, немножечко страха, и вы уже наверху, в замке Ветруше.
Ну что, мы приехали. Что могу сказать? Впечатления самые яркие. Страху я натерпелась, потому что я боюсь высоты, а там качает тебя. Плюс вот это осознание того, что висишь только на вот этих тоненьких проводах, и внизу никаких опор нет. Вот. Но, к сожалению, снять у меня не получилось, потому что в нужный момент у меня отказала батарейка в телефоне. Вот. В общем, могу сказать, что для любителей таких острых и полуострых ощущений могу порекомендовать. Можете съездить. Интересно, в принципе, с высоты посмотреть и на город, и покачаться в воздухе, потом поделиться эмоциями с вами. Теперь мы идем смотреть замок. Вообще-то замком сейчас это место назвать сложно. Скорее, это целый развлекательный комплекс с фешенебельной гостиницей, рестораном, танцевальным залом, спортивными площадками и даже зеркальным лабиринтом. Однако, по легенде, на этой возвышенности в конце IX века действительно построили замок и назвали его Вьетруше в честь обожаемой супруги владельца. Но древний замок, к сожалению, полностью выгорел при пожаре. В течение веков он стоял заброшенный и разрушался, и в конце концов был просто погребен под слоем земли. В 1839 году Иоганн Томас, арендатор дома, расположенного на этой горе, выискивая место для колодца, обнаружил фундамент стен старого замка. В том же году он передал муниципалитету план благоустройства этих мест, который был одобрен, и к 1847 году на фундаменте древнего замка появилось здание ресторана. Саму гору и ресторан в честь правившего в то время императора назвали Фердинандова Вишина. Место стало довольно посещаемым и популярным, поэтому ресторан перестроили и расширили. И вот сейчас мы как раз можем видеть то самое здание, которое торжественно открыли 7 октября 1897 года. А прежнее название Вьетруше развлекательному комплексу вернули уже после Второй мировой войны. И все-таки главное, зачем приходят и приезжают сюда посетители замка, это красивейшие виды на реку Эльбу, уютно расположившийся по ее берегам город, обрамленный строгими грушными горами.